Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот до конца июля в вашей судьбе. Что придет в вашу жизнь, давайте с вами узнаем. И, возможно, это будут внезапные события, о которых вы не догадываетесь, а это случится совсем скоро, в течение июля или до конца месяца. Вот давайте узнаем, что же придет в вашу жизнь, какие перемены, возможно, придут на ваш порог. И карты пасьянса нам и расскажут, и покажут. Давайте узнавать будем с вами. И у нас первый месяц, июль, когда Юпитер находится в знаке зодиака Лев. Кто-то скажет, а я-то тут при чем, правда? Я же не Лев. Вы знаете, вот этот транзит оказывает влияние на каждый знак зодиака. У каждого, понятно, будет какая-то своя сфера жизни. Но это последующие 12 лет. Вот представляете, из этих 12 лет будет важен именно год. Первый год, вторая половина 26-го года и первая половина 27-го. У вас выпадает сердце. Любовь, мои дорогие. Либо кто-то вашего сердца добивается. Вы можете точно так же добиваться чьего-либо сердца. А вообще как здорово, смотрите. Дальше можно уже не смотреть. Вообще, в принципе, по-моему, самое главное выпало. Колчан со стрелами в нашем пасьянсе – это значение полное исполнение желаний. Ну, конечно, будем реалистами, я всегда об этом говорю. Но что-то у вас очень хорошо складывается. Причем это не одна сфера жизни, а, как знаете, ну, как состыковывается, может быть, сразу несколько направлений. Или действительно стечение обстоятельств будет таково, когда... Вот говорят, все сложится хорошо, когда и первое, и второе, и третье как-то складывается в красивый узор. Вот что-то подобное у вас. Будьте внимательны. И хоть нам планеты, как бы планетарные транзиты призывают нас очень не торопиться. Почему? Не торопиться, может быть, суждениями, какими-то выводами, потому как не все вопросы, тем не менее, будут решены полностью в течение июля. У вас выпадает значение ангела. Это как ангел наблюдает за вами. Это поддержка высших сил. Это конкретный человек, который, ну, скажем так, лояльно настроен к вам. Или есть какое-то взаимодействие. А тут, смотрите, у вас сразу какие совпадения пошли еще. Свеча. Спокойное течение жизни. Ну да, тут не надо вот как гнать куда-то, да, или бежать самому впереди паровоза. Тут всему свое время. И более того, такое вообще редко бывает. В нашем пасьянсе не только колчан со стрелами и полное исполнение желаний, а у нас еще есть просто исполнение. Одно, наверное, да, и перемены одновременно – это корабль. Один из символов Меркурия. Кстати, о Меркурии. Меркурий у нас в ретро-движении. И это тот период, когда нам доброе время что-то пересмотреть, переделать, передумать. Вот все то, что с приставкой «пере». Может быть, и переписать. Любовь, она вот от начала до конца. И любовь, и лебедь – это и верность, и искренность, взаимоотношения, чувства. Здорово. Пойдем дальше и узнаем. Вот смотрите, закрытый путь. Но вот, кстати, по части ретро-Меркурия, это у нас всегда сбоят либо буквально как какое-то расписание, сбоят системы, электронные системы, самые разные. Может как откладываться какая-то дорога или переноситься сроки, может быть, и вы будете что-то переносить. Вполне вероятно, для кого-то это будет означать, что-то вы доведете до ума, в чем-то поставите точку. Тоже не исключаю. Может быть, и дело какое-то, да, которым вы долгое время занимались, наконец-таки уже получит и разрешение, и понимание, ну и какой-то, опять же, конечный результат, к которому вы не будете уже возвращаться. Очень многое в вашей власти сейчас будет. И вот смотрите, корона – один из символов власти именно. Это может означать как и вашу собственную ресурсность, вашу способность как и договариваться, так и к серьезным беседам. Возможно, это будет, ну, какая-то ситуация, которая или по работе, или требует именно обращения в вышестоящие инстанции, конторы, офисы, учреждения. Может быть, и персоны такие высокопоставленные, когда вам придется что-то тут
Для себя хорошее такое либо состыковывать, либо договариваться, либо получать, может быть, какие-то документы. Мы часто идем в эти учреждения для того, чтобы прояснить тот или иной для себя вопрос. Ну и одновременно, ну, больше понимания, может быть, даже по закону, чтобы у нас было. Смотрите, если лебедь, любовь, верность, искренность, чувства, то здесь еще выпадает роза, а это просто любовь. Прямо 3 раза у вас любовь, и сердце, и роза, и еще и лебедь. Интересно. Ну, давайте пойдем дальше. Какой удивительный июль для моих любимых рыб и рыбок. И правда, пусть все будет у вас замечательно. Пусть у вас сложится именно, даже лучше, хочется сказать, чем вы это предполагали. Но на колоде Ленорман, Чаро-Маркете до конца июля что нового придет на ваш порог? Достанем такую карту. Важное событие, чем запомнится сам июль, что или кого вы не сможете проигнорировать, мои дорогие рыбы и рыбки. Ну и, соответственно, что прояснится. Кто или что появится неожиданно, возможно, это как шанс, возможность или человек, что изменит ваши планы. Ну и как карта совет, и к чему приготовиться одновременно. Давайте будем узнавать. Так что же нового идет вам как по судьбе? А вот правда, какие-то бумаги, документы, подписания, договоров, обсуждения, контракты, может быть, брачные контракты, у кого-то рабочие контракты. Вполне вероятно, не просто даже бумага, да, но в нашу цифровую эпоху это то, что вы получаете, может быть, онлайн или в электронном виде документ, я такое тоже допускаю. Для кого-то это будут именно подписания, может быть, подписание важных бумаг в банке, например, да, или как с работодателем, например, или какую-то свою тему вы хотите решить. Я, кстати, не исключаю 7 пик, тут могут быть какие-то неожиданности, неожиданные бумаги, неожиданные сведения, нечего тут вообще уже доставать. И вот смотрите, очень добрая карта, одна из лучших карт, и именно в Ленорман, которая обозначает одновременно, как ваш знак зодиака, и богатый улов, то есть прибыль, деньги, но и еще какие-то переезды, перемещения, путешествия. Или когда вы рассматриваете вопрос о вашем переезде, может быть, кто-то переедет уже в июле, а кто-то будет, ну, вообще впервые задумается переехать куда-то очень далеко, вы можете задуматься. И вы будете воплощать в жизнь, вот как по Юпитеру во Льве, ну, как самая активная фаза 6-8 месяцев, может быть, до конца 2026 года, но у кого-то с заходом на 2027. Что нового придет на ваш порог? Вот тут, понимаете, нам карта дает совет. Тебе сейчас нужно заниматься целиком и полностью своими делами. Не распылять энергию, потому что по 7 жезлов будут обязательно те люди, которые, ну, словно вас дергать будут, пытаться в разные стороны, и туда, и сюда, как-то вас так употребить, скажем, или приобщить вас к чему-то. А карта говорит, нет. Вот свой дзен сохраняй, вот как эта девушка. Лучше и не скажешь. Тут нам буквально продемонстрировали. 7 жезлов буквально пытаются нашу героиню достать, а она отвернулась. Вот у меня сейчас свои планы, свои вопросы. Оно и понятно, почему, да, тут такие значения серьезные, добрые. Не упустите вот это время доброе, которое сейчас играет на вас, вам в пользу. Так что же вы там не сможете или кого вы там не сможете проигнорировать? А вот и правда, по этой карте придется, видимо, наводить порядок в собственной жизни. Как избавляться от мусора, может быть, и буквально кто-то порядок дома наводит, а кто-то будет от порядка, точнее, от беспорядка в мыслях, потому что метла, да, она нас к этому призывает. Но вот есть значение ведь и плеть, то есть как будто нам себя придется заставить. Нам придется заставить рассмотреть какой-то вопрос. Нам придется, возможно, себя заставить обратить на что-то внимание. Возможно, договариваться 11 и даже с тем человеком, Валет Треф, который может, ну, так внезапно появиться в вашей жизни вместе с вестью. Так что вы не сможете проигнорировать. Здесь может касаться новость какая-то от конкретного человека. И, к примеру, мои дорогие мужчины, все-таки иногда этот аркан проигрывается как ваше желание, страстная любовь. А нам уже по арканам пасьянса это на все лады сказали.
Это вы хотите быть с какой-то женщиной, девушкой, которая вам интересна. Может быть, и познакомиться поближе, продолжить отношения. Мои дорогие девочки, в отношении вас такие энергии могут сработать. И это вы будете думать, что это за человек. А тут прямо нет, тут посмотрите. Я тут больше вижу, что вам придется перестраивать свои планы. Потому что вы не можете игнорировать какие-то две возможности. Тут как действительно, тут сходятся в одной точке сразу разные сферы жизни для того, чтобы вы могли сложить какой-то, может быть, долго не складывающийся пазл. Колесо фортуны все-таки иногда это карта скорости. Мы не должны терять времени даром, потому что сейчас как бы возможность есть, сейчас как бы добрая аура в отношении вас, а в любой момент или потом, да, мы отложили на потом, а потом как энергетика поменялась вашего пространства. Есть здесь и такое значение, когда мы можем быть с чем-то не согласны. Вот я сказала по аркану, именно плеть, метла, что мы можем, ну, нам может что-то не нравиться, потому как это соответствует валет треф, то есть, ну, какая-то импульсивность есть. А тем не менее, вот аркан силы, обратите внимание, больше ведь карта дипломатии. И девушка имеет половину лица львиная грива. То есть всегда лев – прообраз нашего эго. А на классических колодах чаще всего что мы должны? Ну вот именно от нас не должно исходить где-то напора, агрессии, потому что дипломатия – это, по сути дела, инструмент, который вам позволяет для себя, да плюс еще и колесо фортуны, сделать больше добрых дел. Вот и будьте внимательны, что прояснится. А вот правда, документы, опять же, нам говорят, или какие-то вести. Может быть, это человек переиграет планы, это будет оказывать влияние на вас. Вы сами тут можете, собирались в одно место, поехали в другое, собирались одним маршрутом, поехали как-то по-другому, да, или в одно время, а тут вот сроки могут смещаться. Но у нас все-таки почтальон, поэтому я могу предположить, что все-таки какие-то бумаги, документы, договоры, вам от этого не уйти. Может быть и важные соглашения, а тут буквально может для кого-то проиграться и таким образом, что это касается личной жизни, любовной истории. Вы тут тоже будете строить планы или как-то так складываются события по отношению к вам, когда вам захочется что-то осуществить. Но не торопитесь, потому что всадник – это только начало-начало. Но здесь нам снова про любовь, девятка червей. То есть прояснится какая-то личная история. Вы останетесь этим довольны. Вот часто аркан Луна – это именно эмпатия, нежность, чувство, ласка, наш дом и наши близкие. Но иногда и карта говорит: остерегайся толпы, что прояснится. То есть если вы случайно оказываетесь в толпе, помните, вам в другую сторону. Мы все-таки слушаем интуицию. Я должна сказать, летний период у вас великолепно работает интуиция. Слушайте себя. Ну еще и деньги. Девятка чаш – это материальный успех. Так вот, по этой карте идет изобилие, процветание, и когда, в принципе, мы нужды не испытываем в деньгах. Я прошу прощения, была вынуждена прерваться. Тут у нас и звенит, и свистит, и ремонт идет, одним словом, за окном. Поэтому, если вдруг будут посторонние шумы в видео, мои дорогие рыбы и рыбки, я надеюсь на понимание. Новые энергии, посмотрите, какие добрые энергии идут в вашу жизнь. Поэтому тут не то время, когда, знаете, вот мы прямо так жестко настаиваем на своем, а когда мы лавируем, ну вот где-то вам это все помогает. Больше бонусов, как и материальных, так и межличностных. Итак, что или кто появится неожиданно? Карта женщины. Просто женщина, нам говорят. Ну, девушка. Она держит розу. Мои дорогие девочки, правда, я вот тут сказала. Ваш адрес, эмпатия, любовь, внимание, может быть, подарок какой-то. Но наша женщина не торопится. Она думает, да, ей это приятно, знак внимания. Но вроде бы как ждут от нее, возможно, какого-то важного решения. Мои дорогие мужчины, правда. Тут может быть та женщина, которая не отвечает вам, может быть, так страстно или как-то так, готовность, да, будем говорить, не такая, как вы это себе запланировали. Потому что тут, ну, спокойный человек идет.
А тут правда, вопросы любви прямо могут разгуляться, мои дорогие, что или кто появится неожиданно, может быть, это у кого-то вообще новое знакомство, все же мы все разные. Что же там еще внезапно? Тут вам прямо как по судьбе какое-то знакомство, правда? Какой-то важный человек в вашей жизни. И, может быть, тут так и чувства могут захлестнуть, но точно так же это могут быть. И все же я такого тоже не исключаю. Конкретные вопросы дома, семьи, тем более карта Иерофант. Для кого-то из вас это еще и обучение. Вопросы тоже могут быть, когда вам придется какие-то документы подписывать, ну или договариваться, или это вы понимаете, что вам нужно получить сертификат и пройти какой-то курс обучения. Вот здесь будет по-разному. Иерофант – это где-то и учитель, но он склонен к тому, что он всю жизнь учится тоже сам. Поэтому это вы можете быть как и для кого-то учителем, но и учеником я тоже не исключаю. Или, как мы говорим, система. Все же часто по аркану Иерофант, это провластная карта, проходит именно система иерархии. Прежде чем мы подпишем какую-то бумагу, нам как будто нужно будет пройти определенно вот эти ступеньки, да, может быть, войти не в один кабинет, а в несколько. Или как у нас это бывает, чтобы получить одну бумагу, нужно еще каких-нибудь там 5-10 подготовить. И тогда карта будет подсказывать, ты быстрее просто ступенчато проходи, но не застревай в одном кабинете, кому-то что-то доказывая. А может быть, такое желание будет. Но у вас какой-то судьбоносный момент по части личной жизни. И я не исключаю, у кого-то может быть и знакомство. Причем то знакомство, которое совершенно неожиданно. Которое вас тоже может поставить перед выбором. А у кого-то это может быть известие от конкретного человека, от конкретной, может быть, даже женщины. Давайте рассмотрим и такой момент. Это может быть известие, которое связано с финансами. Все же разные варианты, плюс-минус. Но тогда вам тоже какие-то решения придется принимать. Но вообще я должна сказать, когда карта дьявола выпадает, к примеру, ваш гонорар, он где-то подзастрял. То есть это деньги вами заработанные, но может быть какой-то платеж вы раньше не могли получить. И тогда по 15-му аркану вы эти деньги обязательно получите. Что изменит вашу жизнь или изменит ваши планы? А вот смотрите, якорь. Вы решаете шаг за шагом разного рода вопросы. Но в конце концов это якорь для вашей стабильности, для вашей безопасности. Для кого-то из вас это как жизнь приобретает новые смыслы, новые возможности, мои дорогие. Тот вопрос, который был в запутанном каком-то состоянии, или вы не могли на что-то решиться. Я тут больше вижу, именно как вы, ну, словно заикарились, да? Теперь уже понятно, что продолжать, на что соглашаться, или какие, в принципе, перспективы на будущее перед вами существуют, открываются. Июль, хочется сказать вам, время добрых энергий. Давайте откроем карту совет, благополучие. Вот когда выпадает в Ленорман карта Клевер, это когда у нас жизнь выстраивается своей чередой, или, знаете, как наши планы приобретают уже реальное воплощение. Когда мы понимаем, что нам для этого нужно, и насколько вообще мы как-то погружаемся, словно, несмотря на то, что вы можете заниматься совершенно разными, многими вопросами, но вы себя чувствуете, мои дорогие, более уверенно, более стабильно. Вы видите, что жизнь, наверное, действительно для вас складывает счастливые повороты. Да, может быть, без дипломатии и не обойдешься, но вы как раз за этим, у вас не заржавеет, как мы говорим. Вот тут какие-то очень добрые события, может быть, даже где-то через внезапности, через какие-то документы. Но, поверьте, сама судьба пытается отстроить вот те или тот фарватер того, что будет в вашей жизни происходить, в конечном-то итоге благополучию все идет, и стало быть, это сложится в красивый узор. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.